带走我弟子，先过我这关。就这点能耐了吗？ Сяо Янь уже почти уничтожил Хуньюя, полностью разгромив его. Но тут дерево Бодхисаттвы должно было исчезнуть, и все эксперты появились снаружи. Вот же повезло Хуньюю, иначе Сяо Янь его точно не пощадил бы. А когда дерево Бодхи благополучно скрылось под землю, чтобы вновь появиться спустя несколько тысяч лет, Хуньюй и Цзюфэн позвали на помощь. В итоге через пространство явился старейшина Гую, второй Тяньцзун, элитный мнимый святой из зала душ. Кто считает, что главному герою всегда везет, то вот в этой ситуации все оказалось очень даже скверно. Ведь генерал Гу Циньян не смог вызвать подкрепление клана Гу, поскольку пространство было запечатано. Что же произойдет далее? А сначала хочу поблагодарить за вашу поддержку и активность. Ваши лайки и комментарии помогают в выходе роликов. Хуньюй пальцем указал на Сяо Яня и рассказал, что у него много семян Бодхисаттвы, и это тот самый Сяо Янь, на которого охотится зал душ. Второй Тяньцзун кивнул. Гую шагнул по воздуху, появилось несколько послеобразов, и он появился возле Сяо Яня. Неожиданно, что клан Сяо смог произвести кого-то вроде тебя, исчерпав свою родословную. Как неожиданно. От твоих рук погибло немало экспертов нашего клана Хунь. Сяо Янь ощущал огромное давление, исходящее от Гую. Он, может, и достиг 9-го этапа развития пика почтенного воина, но он не был настоящим мнимым святым. Сяо Янь не достиг того уровня, что и Гую. Второй Тяньцзун, святой Гую. Глаза Сяо Яня дернулись. Этот старик на самом деле был вторым Тяньцзуном зала душ. Он был одним из самых сильных, если говорить о Тяньцзунах. Сяо Янь мельком задумался. Насколько же сильным был первый Тяньцзун? Сила клана Хунь была действительно чрезвычайно велика и непостижима. Если человек не обладал силой святого, то он вряд ли бы смог защититься от них. Сяо Янь просто обязан стать намного сильнее. Он решил как можно быстрее продвинуться на уровень святого, чтобы не бояться зала душ. Но Гую, на удивление, не стал сразу же нападать. Он спросил: «Молодой человек из клана Сяо, ты пойдешь со мной в клан Хунь, или мы будем сражаться?» Выражение Сяо Яня стало ледяным, его тело задрожало, и пара костяных крыльев появилась позади него. Глаза членов племени Небесного Феникса дернулись, когда они увидели появление этих костяных крыльев. Они ощущали от них знакомые колебания. Сяо Янь обратился к Гусюнэр и попросил задержать второго Тяньцзуна на некоторое время. Гусюнэр кивнула. Красочная тату клана появилась на ее лбу. Аура Сюнэр резко вспыхнула, а золотое пламя вспыхнуло в ее глазах. Сяо Янь сказал: «Будь осторожна», после чего отошел назад. Он махнул рукой, и перед ним появилось 5 сгустков пламени. Сяо Янь понял, что ему нужно использовать свою самую сильную атаку, если он действительно хочет победить этого Гую. А его сильнейшая техника – это без сомнения лотос ярости Будды. Второй Тяньцзун слышал о способности Сяо Яня объединять небесное пламя. Именно из-за этого слияния эксперты его клана погибали. Например, 4-й Тяньцзун зала душ еле ушла, получив удар лотоса. Но Гую не испугался. Наоборот, ему было любопытно узнать, действительно ли сила этого слияния небесного пламени настолько пугающая, как все говорят. На уровне мнимого святого он действительно не опасался техники Сяо Яня, почтенного воина. Гую был умелым и смелым человеком. Его сила уровня мнимого святого придавала ему достаточную мощь, чтобы смотреть вниз на всех здесь присутствующих. Даже технике доуцы класса Тянь будет трудно переломить ситуацию из-за этого неописуемого разрыва в силе. Но есть одно «но». Гую не учел, что те эксперты клана Хунь, которые в прошлом сражались с Сяо Янем, думали так же. И в конце концов, недооценив Сяо Яня, они умирали. Но сейчас противником Гую была Сюнэр. Она владелец божественной родословной и, по слухам, человек с самой совершенной родословной в клане Гу. Завязалась крайне интересная битва. Хотя Гусюнэр не была мнимым святым, но благодаря своему таланту и невероятным умениям, а также небесному пламени, она смогла действительно задержать второго Тяньцзуна. Даже сам Гую похвалил ее.
Ее чувства были довольно хороши. Она обладала наибольшим потенциалом в клане Гу. Сюнер совершила множество сложных печатей. Ярко-золотое пламя вспыхнуло. Казалось, что все небо загорелось в момент появления этого золотого пламени. Удивление вспыхнуло на лице Гую. Это было императорское золотое пламя горящих небес, унаследованное небесное пламя клана Гу, которое занимает 4-е место в рейтинге. Гую никак не ожидал, что эта девочка смогла подчинить его. Сяо Янь тоже почувствовал сильное колебание пламени. Его сердце дрожало. Он уже давно догадался об этом, но Гу Сюнер редко применяла его. Следовательно, он никогда не подтверждал свою догадку. Клан Гу действительно достоин иметь таинственное наследство, вроде такого небесного пламени. Императорское золотое пламя горящих небес или золотое пламя императора занимало высокое место в рейтинге небесного пламени. Это, естественно, доказывало его большую силу. Если говорить о его свирепости, даже недавно родившееся небесное пламя Сяо Янь, созданное из слияния 4 видов небесного пламени, не было сильнее этого императорского золотого пламени. В конце концов, небесное пламя, которое находилось на вершине рейтинга, было чудовищным. Но Сяо Янь, отбросив эти мысли, сливал 4 вида небесного пламени и одно псевдонебесное. Сяо Янь готовил свой сильнейший пятицветный лотос. Гую стал серьезнее, черный туман внезапно хлынул. Холодная энергия сформировала огромный черный скелет, темный король скелетов. Он вызвал его с самого начала сражения. Похоже, старейшина Гую сильно опасается императорского золотого пламени горящих небес. Кунь Юй размышлял про себя. Этот черный скелет был редкой техникой доуци класса Тянь. Нужно использовать свою доуци и окружающую энергию. С нынешней силой мнимого святого, скелет, который вызвал Гую, обладал пугающей мощью. Даже некоторые эксперты, достигшие уровня мнимого святого, должны были проявлять чрезвычайную осторожность. Гу Сюнер смогла отбить первую атаку скелета Гую. Мнимый святой был действительно очень могущественным, но она обладала императорским золотым пламенем и сумела защитить себя. К счастью, Гу Сюнер не требовалось победить Гую. Вместо этого ей лишь требовалось задержать его. Далее она призвала формацию императорских золотых горящих небес. Это была печать, способная очистить все. Пугающая температура вызывала возгорание воздуха внутри великой формации. Вопиющее золотое пламя яростно и дико сжигало огромного черного скелета. Какое пугающее пламя! Все смотрели на золотое пламя и ощущали, насколько ужасающая температура была внутри. Даже эксперт на 9-м этапе развития почтенного воина не смог бы выдержать и минуты внутри. Ведь императорское золотое пламя горящих небес было пугающим небесным пламенем, которое могло сжигать доуци. Независимо от того, насколько сильным был Гую, он не мог полностью игнорировать императорское золотое пламя Гу Сюнер. Но несмотря на то, что это небесное пламя мощное, сейчас Гу Сюнер не может раскрыть весь его потенциал. Ходили слухи, что первый владелец этого легендарного золотого пламени императора мог сжечь целое царство, созданное святым. Гую призвал 1000 душ. Его тело осталось пустым, слившись с душами и скелетом. В итоге пламенная формация Сюнер была уничтожена. Маленькая девочка. Если бы ты продвинулась на уровень мнимого святого, то я бы даже не сомневался, кто в итоге сегодня бы победил. Несмотря на произошедшее, Гу Сюнер улыбнулась. Она уже выполнила свою задачу, и в мгновение ока появилась позади Сяо Яня. В этот момент в его ладони медленно вращался изысканный пламенный лотос. Уничтожающая аура распространялась, заставляя пространство искажаться. Второй Тяньцзун Гую смотрел на огненный лотос в руке Сяо Яня. Парень велел Сюнер отойти назад. Даже он не смог бы выдержать ауру уничтожения, если будет стоять слишком близко. Генерал Гу Циньян и все остальные тоже отошли подальше. Сяо Янь щелкнул пальцем, и лотос полетел. За пламенем непрерывно двигалась огромная черная пространственная трещина. Пламенный лотос уничтожения не возбуждал трепет души, но в глазах подлинного эксперта этот прекрасный огненный лотос был похож на жезл бога смерти, вызывая ощущение чрезвычайно богатой ауры смерти. Черный король скелетов активировал духовные доспехи из 10 000 костей. Образовалась костяная броня, и его настиг огненный лотос, что столкнулся с костяной броней. Взрыв! Произошел душесотрясающий взрыв, который заставил землю и небо дрожать.
Огненный шторм прокатился по небу. Цзю Фэн, Хунь Юй и остальные не могли себе представить, что Сяо Янь мог использовать такую пугающую атаку с его силой 9-го этапа развития почтенного воина. Взрыв огненного лотоса был сравним тем, чего не смогла достичь техника Доу Ци среднего класса Тянь. Иллюзорная фигура Небесного Феникса также была поражена этой силой, а значит запечатывание пространства было разрушено. А что же стало с Гу Ю? Хотя пламенный лотос уничтожения 5 цветов был чрезвычайно мощным, Сяо Янь также понимал, насколько ужасающим был мнимый святой. Эти эксперты довольно сильны, даже внутри клана Хунь и других древних кланов. Когда огненная буря стихла, глаза Сяо Яня пристально посмотрели. Черный скелет стоял на месте. Он смог выдержать атаку. Дикая радость вспыхнула в глазах экспертов клана Хунь. С другой стороны, члены клана Гу, королева Медуза и другие почувствовали дрожь в своих сердцах. Даже такая мощная атака не смогла нанести никакого урона. Был ли элитный мнимый святой действительно настолько мощным? А продолжение следует. Большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube канал Киномикс, чтобы не пропустить продолжение, ведь впереди очень интересные события. Ставьте лайк под этим видео и всем пока!